Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги, все те, кто следит за ходом дела об убийстве Ирины Дмитриевны Фарион. Сегодня 15 августа 2026 года. В этом видео я, юрист Валерий Табаков, провожу подробный разбор одного конкретного, но действительно очень важного эпизода из материалов уголовного производства. Мы будем анализировать поведение свидетеля, который в своих показаниях утверждает, что сразу после звука выстрела 19 июля 2024 года во Львове он видел убегающего человека в характерной одежде, так называемого ряженого, с пистолетом в руке. Разбор я буду проводить исключительно на основании открытых видеозаписей с камер видеонаблюдения, содержания показаний свидетеля, общих принципов оценки доказательств, закрепленных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, данных психологии восприятия в экстремальных ситуациях. Я не буду делать выводов о виновности или невиновности кого-либо. Я буду анализировать соответствие слов свидетеля его реальному, объективно зафиксированному поведению в первые секунды после выстрела. Это важно, потому что именно на показаниях очевидцев во многом строится картина преступления. И если между словами и действиями есть существенное расхождение, суд обязан это учесть. В практике расследования тяжких преступлений мы постоянно сталкиваемся с одним и тем же явлением. Человек в состоянии сильнейшего стресса может позже достраивать в памяти детали, которых он в момент события не фиксировал. Особенно это касается внезапных выстрелов. Нормальная физиологически обусловленная реакция человека, который слышит выстрел и одновременно видит убегающего вооруженного человека, выглядит так. Первое. Срабатывает ориентировочный рефлекс. Голова и глаза автоматически поворачиваются в сторону движущегося объекта. Второе. Происходит оценка угрозы. Куда бежит человек, есть ли в руке оружие, не развернется ли он. Третье. Только после этого мозг принимает решение: бежать к жертве, прятаться или звать на помощь. Если свидетель утверждает, что он четко видел убегающего ряженого с пистолетом, то на видеозаписи мы обязаны увидеть хотя бы минимальное сопровождение взгляда. На записи, которую мы сейчас просмотрим, этого сопровождения нет. Вместо этого мы увидим мгновенную, почти взрывную реакцию исключительно в сторону места, где находилась потерпевшая. Уже одно это создает серьезное противоречие. И это противоречие нельзя оставлять без внимания.
Сейчас я включу фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения от 19 июля 2024 года. Отже, ми бачимо, що щось поперсається в сумці. Заходить аркус. І думав цей час вони руки. Після чого при перегляді вказаного відеофайлу о 19:22:14 на записі з вищевказаної камери чути звук, який схожий на постріл. 19:22:14. По реакції свідка зуми. Чути. Чути. Ну, ще раз. Він кидає воду. Свідомо, коли він оглянувся в арку. На вказаний звук чоловік, одягнений в шорти, повернув голову у праву сторону від місця положення камери, а о 19:22:19 одягнений в шорти біжить в сторону, звідки лунав звук. Надалі Ну вот, друзья, мы просмотрели фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения. Обратите внимание на такие моменты. В тайм-код примерно 19:22 звук очень похожий на выстрел. Сразу после звука мужчина в шортах, это тот самый свидетель Дума, он мыл руки из бутылки, он резко отбрасывает или выбрасывает воду, его корпус и голова практически не поворачиваются в сторону возможного направления бегства Ряженого. Он мгновенно начинает движение именно туда, откуда шел звук, к месту, где лежала Ирина Фарион. Примерно в 19:22 и 25 секунд он появляется у столба линии электропередач в направлении источника звука. Я показал это видео, и вы можете, посмотрев внимательно, обратить внимание на следующие моменты. Где поворот головы в сторону беглеца? Где хотя бы кратковременная фиксация взгляда на убегающей фигуре? Всего этого нет. Теперь разберем подробно. Итак, первое несоответствие – это отсутствие ориентировочного рефлекса. Если человек действительно увидел убегающего с пистолетом, его зрительная система обязана была среагировать. Это безусловный рефлекс. Его практически невозможно подавить в первые доли секунды.
На записи мы видим обратное. Все внимание и все движение сразу направлены к месту падения потерпевшей. Это поведение характерно для человека, который воспринял в первую очередь звук выстрела и увидел упавшую женщину, но не зафиксировал четко убегающую фигуру. Второе несоответствие. Приоритет действия. Свидетель бежит к жертве. Это само по себе неплохо, но если он одновременно утверждает, что видел вооруженного беглеца, то возникает вопрос, почему он не предпринял ни одной попытки хотя бы визуально контролировать этого беглеца. В реальных ситуациях, когда люди действительно видят убегающего стрелка, почти всегда есть хотя бы краткий момент провожания взглядом, а здесь его нет. Третье несоответствие. В судебной психологии хорошо известно явление, которое называется заполнение пробелов или реконструкция. Человек слышит выстрел, видит упавшую, позже узнает от других, что был парень в панаме и очках с пистолетом, и постепенно эти детали встраиваются в его собственную память. Особенно легко это происходит, когда проходит время между событием и подробным допросом, а также когда информация активно обсуждается в СМИ и среди соседей. Видеозапись фиксирует первичную, неискаженную реакцию. Показания, данные позже, могут уже содержать элементы этой реконструкции. И четвертое. Значение для оценки доказательств судом. Согласно статье 94 УПК Украины, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств. Существенное расхождение между словами свидетеля и его объективно зафиксированным поведением – это именно то обстоятельство, которое суд обязан исследовать. Суд не может просто взять показания свидетеля на веру, игнорируя видео. Суд обязан сопоставить содержание показаний, поведение на видео, расстояние, с которого свидетель мог видеть, освещенность, угол обзора, показания других очевидцев. Если после такого сопоставления остаются обоснованные сомнения в точности восприятия именно фигуры убегающего с оружием, эти сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. И еще, друзья, нужно учесть, что, давая показания в суде, Дума – это единственный, кто утверждал о том, что он слышал крик. И этот крик, как он утверждает, это был крик Ирины Фарион. Ни свидетельница Бабюк такого крика не слышала и не показала в суде это, ни на видеозаписи мы также не слышим ничего подобного на крик. Поведение свидетеля на видеозаписи объективно не соответствует его утверждению о том, что он сразу и четко видел убегающего ряженого с пистолетом. Это не делает автоматически все его показания ложными, но это существенно снижает достоверность именно той части показаний, которая касается визуального восприятия преступника в первые секунды после выстрела. Игнорировать это несоответствие значит отступать от принципа объективности и непосредственности исследования доказательств. Стороне защиты я порекомендую следующий алгоритм действий.
Первое. Ходатайствовать о приобщении данной видеозаписи или ее качественной копии с сохранением метаданных к материалам судебного разбирательства с указанием точных тайм-кодов. Ну, нужно сказать, что такая видеозапись содержится в материалах дела. Заявить ходатайство о допросе данного свидетеля непосредственно в судебном заседании с обязательной демонстрацией видеозаписи. Вопросы должны быть конкретными. С какого момента и с какого ракурса вы увидели убегающего? Поворачивали ли вы голову в его сторону? Почему на записи ваши движения направлены исключительно к месту падения потерпевшей? Когда именно вы впервые описали ряженого с пистолетом сразу на месте или позже? Ну, в суде Дума был допрошен, но этот допрос был без демонстрации видеозаписи. Поэтому такой допрос Думы следует повторить с использованием этой видеозаписи. Далее следует просить суд назначить комплексную судебно-психологическую и ситуационную экспертизу для оценки вероятности реконструкции памяти у данного свидетеля в условиях экстремального стресса. В судебных прениях и при необходимости в апелляционной жалобе отдельно выделить данное несоответствие как одно из ключевых обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения в точности показаний свидетеля относительно внешности и действий лица, совершившего выстрел. И вообще о факте наличия убегающего ряженого. И настаивает на том, чтобы суд в приговоре дал оценку этому эпизоду, а не обошел его молчанием. Сторона защиты имеет не только право, но и обязанность требовать, чтобы суд оценивал не только слова, но и объективно зафиксированное поведение. Именно в этом заключается настоящая состязательность процесса. На этом я завершаю сегодняшний свой разбор. Если у вас есть дополнительные материалы, вопросы или замечания по этому эпизоду, пишите в комментариях. Все конструктивные замечания я внимательно изучу. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков.